Чао, друзья, меня зовут Юля, и я докажу вам, что путешествие по Балканам – это круто, а отсутствие шенгенской визы – далеко не приговор. В сегодняшнем ролике мы побываем в Копаонике, лучшем горнолыжном курорте Сербии. Попробуем понять, интересен ли курорт тем, кто не катается на лыжах или сноуборде. И, конечно, посмотрим на золотую осень в Сербии, ведь на дворе всего лишь начало октября. Ну, что ж. А начался наш день, как обычно, с подъезда. Добираться мы вновь решили автобусом. Как вы помните, в тот раз было слегка стрессово. Мы чуть не опоздали, и случился полнейший тревожник тайм. Но теперь-то мы были на опыте, так что в автобус попали без единого происшествия. Хотя погодите, одно происшествие все-таки случилось. То, что вы до сих пор не подписаны на мой канал. Скорее прожимайте кнопку подписки и колокольчика. А то у меня еще вот столько роликов запланировано. Вдруг пропустите. А мы продолжаем. Мы проехали уже, мне кажется, половину пути. По карте точно, по времени чуть меньше. Но ехать тяжело в автобусе. Не знаю, как люди ездят в какой-нибудь Сараево или в бар от 7 до 10 часов в автобусе, 7 часов в автобусе, 10 часов в автобусе. Нам ехать 5. Это уже много, а мы сейчас проехали всего лишь 2 там с копейками. Правда, погода во всей Сербии в эти дни была, как из того сочинения. Я выглянул в окно, узнать, какая погода. На улице воздух был серым, с неба летели либо снежинки, либо дождевые капли. Я подумал, снега-дождь, опять снега-дождь. Поездку в Копаоник мы обсуждали довольно давно, но решились на нее только в октябре 2025 года. Мы прекрасно понимали, что локация представляет основной интерес для лыжников, сноубордистов и ватрушечников, а мы не были ни первыми, ни вторыми, ни третьими. Так что сегодня попробуем выяснить, стоит ли ехать в Копаоник, если ты не едешь туда кататься. По традиции, немножко с опозданием расскажу, кто вообще такой этот наш Копаоник. Как нам уверенно заявляет Википедия, Копаоник является горнолыжным курортом и крупнейшим центром зимнего туризма в Сербии. Основан курорт в 1964 году, а в 1981 он уже получил статус национального парка. То есть Копаоник – отличный пример для мотивации любого ребенка в любой восточноевропейской семье. Ой, сынок, непутевый ты у нас, конечно. Вон, Копаоник в 17 лет уже национальным парком стал. Для любителей зимних видов спорта тут просто земля обетованная. 28 подъемников, множество горнолыжных трасс всех категорий и снег, просто дохерища снега, который лежит на склонах практически полгода. А если у снега вдруг возникли проблемки, то курорт взял и... Решил проблему гениально. Я подключаюсь К снегогенератору. Иначе говоря, к машинам для производства искусственного снега. И такая хитрость тут имеется. Не рисковать же горнолыжным сезоном. А пока мы обсуждали снегогенераторы, Юля и Никита уже добрались в отель «Путник» и сейчас проведут нам небольшой рум-тур. Приехали на лечебно-оздоровительный курорт. Приехали на лечебно-оздоровительный курорт. С 5-го раза я смогла это выговорить. Но подписчики не в курсе, что у Никиты проблемы с 5-й точкой. И, возможно, прогревание центральным отоплением, которого у нас дома нет, очень сильно мне поможет. Ну вот шкаф, пожалуйста. Там помещается целый Никуля. А мы тем временем... Эффектно получилось? А мы тем временем приехали, заселились в отель. Номер приятный, уютный. В общем-то, все, что нужно, есть. Он отличается скандинавским дизайном. А мне кажется, он примерно такой же по размеру, как и в Изворе. В каких-то аспектах нам понравился даже больше, чем Извор. Единственный момент, что тут нет террасы, но, честно говоря, сейчас такая погода, что никакая терраса нахрен не нужна. Вот, пожалуйста, телевизор, смотрите, существует. А это что такое недовольный? Кто? На котором ты сел, Смотри на него. Да, реально. Вот журнальный столик.
В него даже залезают ноги. Это вот какой-то гений додумался вот это расстояние оставить для ног. Видите, ледяной плевок у нас на окнах. Сейчас пойдем разбираться, почему такое неуважение. Что про Ариэль рассказывает. Нам положили, кстати, только одни тапочки. Будем разбираться тоже. Тут у нас ванна. Очень странное мыло. В первый раз такое вижу, что ты просто должен там теребить снизу и будет намыливаться. Впервые такое вижу. На самом деле ничего теребить не требовалось. Достаточно было просто нажать на мыло. Но откуда мне было знать? Мы тут Оксфордов не кончали. Сзади душевая кабинка. Очень приятная вроде такая. Короче, нравится. Все нравится. Пол холодный, интересно, греется он как-то или нет, потому что он пиздец ледяной. Да? Да, стоять неприятно. А пока я готовлюсь выйти на улицу, чтобы посмотреть на... Снегодождь. Опять снегодождь. Давайте обозначим, какие гипотезы о Капаонике нам хотелось проверить. Мы поселились чуть поодаль от самого центра курорта, и нам было крайне любопытно, сможем ли мы дойти до центра пешком в такую погоду. Мы очень хотели попасть на какую-нибудь обзорную площадку, и нам было интересно, сможем ли мы найти подъемник и воспользоваться им. Ну и, пожалуй, главная гипотеза, сможем ли мы нормально доехать на автобусе обратно в Белград. И как только мы попытались выйти из отеля, реалистичность гипотезы номер 1 тут же была поставлена под вопрос. Буквально пройдя пару метров сквозь бушующую метель, меня тут же окатила слякотью пролетающая мимо машина. Так что мы вернулись в отель и попросили заказать нам такси. На нем мы и добрались в центр, буквально за 2 минуты. И 500 динариков. К слову, на ресепшн нам посоветовали пообедать в местной канобе Ало-Ало, которую мы еле нашли, поскольку снег, ну вы сами видите. Мы добрались до еды какой-то, не знаю, не могу сказать, что в каком-то восторге от этого ресторана, но надо пожрать. Короче говоря, мы хотели дойти пешком, потому что идти 800 метров. Что для нас 800 метров? Но на первом же метре просто меня облила машина до пояса какой-то чвякой, и мы вернулись, как говорится, побежденный самец удалился в отель, и мы попросили вызвать такси. Такси нас ровно за минуту довезло за 550 динар. Курортные цены. Приехали в Рест, который нам посоветовали на ресепшене, но он такой, типа, канопа. Вот, сейчас что-нибудь сожрем и будем счастливые. А про то, что наступила зима, это Никита нам напророчил, потому что прошлой зимой мы были в Нише недолгое время, и там было все в снегу. И мы обсудили с Никитой. Никита, точнее, выявил желание свое, заявил, что он хотел бы пожить в такой зиме недельки 2-3 месяца. И я забронила в Златиборе нам апарты. Но потом объявили тур для гепард, точнее концерт в Абу-Даби, и мы взяли билеты, и ровно на эти же даты в итоге мы летим в Дубай. Но, собственно говоря, Никита же хотел зимы зимской. Вот мы приехали в Капаоник, и она есть. В завершение, что могу сказать про Ало-Ало? Это оказался достаточно средний ресторан, но с белградскими ценами. Пицца и суп были неплохие, а вот перцы оказались не очень. Хотя это же закуска, и под ракию, наверное, нам бы зашло. Под ракию вообще все заходит, но мы не пьем. Затем мы с таким же трудом нашли идею, в которой мы, как заправские школьники, закупились водой и парочкой шоколадок. Груженные провиантом, в обратный путь мы решили отправиться уже пешком. По дороге мы встретили церковь, и нам показалось, что она построена недавно и пока еще не работает. А в основном по пути попадались, конечно, только апарты. Вокруг разыгралась настоящая зимняя сказка. Нам безмерно повезло увидеть настолько заснеженный лес в октябре. Узрев красоту местных пейзажей, Лермонтов тотчас бы изрек: «Ёб твою мать, красотища какая!» По большей части мы шли по дороге, потому что тракторы не везде справились с расчисткой пешей зоны. И это было немного страшно, потому что машины то и дело выскакивали из-за поворотов. Но спустя 20 минут мы успешно добрались до отеля.
А это значит, что гипотеза номер 1 торжественно признается верной. Изрядно замерзшие, но счастливые мы решили забуриться в спа. В отеле «Путник» оно достаточно небольшое, и могу предположить, что будет тесновато в сезон, когда отель будет с полной загрузкой. Тут есть один большой бассейн, теплая джакузи, детский бассейн и 3 работающих сауны. Хамам, финская и инфрасауна. Еще была русская баня, но она не работала. В целом нам показалось, что спа не очень хочет, чтобы ты оставался тут надолго. Оно маленькое, тут прохладно и неудобные лежаки. Пришел, увидел, искупался, погрелся, ушел. Так что мы вскоре ретировались и пошли собираться на ужин. Что я могу про него сказать? Мы все еще были под впечатлением от невероятного шведского стола, который был в отеле «Извор» в Оранжеловце. Там, пожалуй, был лучший шведский стол из всех отелей, где мы были. В этом же отеле, еда была довольно средняя. Вы скажете: Юля, но «Извор» же отель с 5 звездами. И я соглашусь, но отель «Путник» – это все-таки 4. Тоже какой-никакой уровень. А еду я скорее оценила бы на 3. Выделить могу разве что десерты. Они нам понравились, но с ними был нюанс. Мы очень любим горячие напитки. Ваше здоровье. Но на ужине не было возможности даже за платно никакие горячие напитки попить. Нам сказали, что для того, чтобы попить горячие напитки, нужно пойти на путь. Но давайте обо всем по порядку. Место действия – кафе отеля «Путник». 19 часов вечера. Жанр – трагедия. Действующие лица – Юля, Никуля, официант. Юля, Никуля: здравствуйте, можно, пожалуйста, кофе? Официант: уверенно: нет. Юля, Никуля с небольшой оторопью: почему? Официант категорично: мы уже выключили кофемашину. Юля, Никуля с сильным отчаянием: можно хотя бы заказать кофе в номер? Официант уверенно: нет. Юля, Никуля с сильной оторопью: почему? Официант категорично: мы уже выключили кофемашину. Окончание сцены, занавес. Чтобы вы понимали, до ближайшего ресторана, где можно там выпить какой-то кофе или что-то, хотя не факт, что вечером нам не скажут, что в этом ресторане нет никаких горячих напитков. Например, в Турции так было в барах, там вечером можно было только холодное пить. Войти куда-то не вариант, потому что идти дофига, и не хочется на улицу, если бы было где-то вот прям рядом, нет, здесь не так. Ой. Мы сначала хотели смириться, но потом решили, я такая: все, я поставлю 3 этому отелю, это что такое? Но честно, не придираюсь, ощущение от пребывания у меня как-то резко упало сразу, потому что комфорта нет. То есть я в номер не могу заказать, мало того, что в номере нет чайника, да, я бронировала на букинге, я не обратила внимания на то, есть он или нет, но это не так принципиально, потому что я всегда подумала: закажем в номер просто что-то. А тут нету такой возможности вообще. Я сначала там почертыхалась, а Никита говорит: да пойдем скажем на ресепшене, просто наш фидбэк. Ничего не намекая, просто говоря о том, что вот такая фигня, наш такой фидбэк. Но мы пришли, на английском там Никита все объяснил. Он говорит: я понимаю, что вряд ли что-то сейчас можно поправить, но чтобы вы понимали. Что есть такие люди, которые вечером пьют кофеек на ночь. А чувак такой: какой у вас номер комнаты? Мы такие: такой-такой-то. Он такой: сейчас вам принесут чайник. Не уверен, что мы найдем что-то кофе 3 в 1 или что-то такое, но мы вам принесем чайник, что найдем, принесем. В общем, они нам принесли чайник с пакетиками чая, с чашками. Видимо, в какой-то другой категории номера есть чайники. Теперь у нас тоже есть чайник. Это плюс отелю, что они сориентировались и вот так вот нас, по факту, наше желание попить чего-то теплого удовлетворили. Это прям хорошо. Вопрос с тем, что вот эта вот история меня еще в Турции добивала. Мы выключили кофемашину. Я же у тебя не бесплатно что-то прошу, я хочу у тебя купить. Вот такой у нас, пожалуйста, теперь чайничек. Это я. По завтраку, что хочу сказать. Завтрак, все было жирное, выбор не очень. Но в целом у меня по завтракам часто такое ощущение, что, в общем-то, на этих шведских столах есть нечего. Яичницы были все какие-то жирные, даже скрэмбл был пиздец какой жирный. Его я положила, конечно, себе в надежде, что он просто с виду такой. Но нет, он не с виду такой, он real такой. Зато мне понравились круассаны. Я сожрала аж на 2.
Ну, зато наелась. Кофе был не из машинки, а просто наливной, и можно разбавить молоком. Но плюс в том, что было теплое молоко, не только холодное, потому что это мне, в принципе, не нравится всегда, когда вот хлопья есть, и там всегда ледяное молоко, и я такая, типа, ну, мы вроде как бы и не притязательные, но притязательные. Ты же как бы хочешь как бы вкусно, хорошо, комфортно себя чувствовать. Вот, такие дела. Теперь пойдем на улицу. Сейчас пробираться. Попробуем найти смотровую площадку. Позавтракав с утра, мы вновь решили отправиться в город. Ну, смотрите, тут для постояльцев много всяких развлечений. Можно вот в баскетбол поиграть, в футбольчик погонять. Я не могу отделаться от ощущения, что то ли камера не протерта, то ли глаза не протерты. Короче, такое какое-то ощущение запотевания всего, как будто я в хамаме нахожусь до сих пор. Я в этом хамаме уже 1000 миллионов лет. По большому счету, мы вчера на улице не видели ни одного человека. Так что ощущения были примерно такие. Ну что ж, добро пожаловать в Silent Hill. Итак, мы пришли в какой-то центр жизни в этом городе. Тут даже есть сувенирные лавки, несколько, и даже несколько аптек. Тут очень много людей, потому что когда мы сюда шли, примерно минут 20 от нашего отеля, по дороге, где был один туман и ничего вообще, мы думали, что тут людей нет вообще. Но нет, очень много людей и очень много детей. Дети падают в снег просто лицом. Такие дела. Итак, наша цель – найти фуникулер, чтобы подняться на самую высокую точку этих гор. Цель немножко, как говорится, слабоумие и отвага, потому что, во-первых, сильный туман, и тут что на самую высокую точку подняться, что на самую низкую точку, в принципе, ты увидишь на расстоянии там 100 метров ни хера. Второй вариант, как бы второе опасение в том, что... Например, вот эта штука не работает. Это для лыжников штука. Работает ли фуникулер? Хрен знает. Ну, вообще должен, потому что он даже летом должен работать. Но что-то у меня сомнения. Сейчас мы попробуем его найти и узнаем. Я что-то запыхалась. Мы, короче, поспрашивали тут людей и выяснили, что никакой подъемник наверх не работает. В принципе, наверное, это и не нужно. Вроде как можно на машине доехать, но, опять же, сейчас как бы это не совсем актуально, наверное. Тут и так классно. Вообще, мне очень нравится. Такие какие-то приятные эмоции я испытываю. Еще не холодно. Сейчас -1, но за счет того, что нету ветра, нету метели, как вчера. Вчера-то потому что мы пиздец замерзли, если честно. Но потом так приятно было оказаться в теплом отеле и в спа в теплое сходить. Мы, мне кажется, в финской сауне суммарно просидели, наверное, час. Мы постоянно в нее ходили, грелись. Круто вообще. Мне кажется, мы никогда так долго в сауне не сидели, но это, наверное, за счет того, что мы немножко наморозились. Вот, это прикольно. Но сегодня гулять прикольно, потому что нету ветра вообще, вот полный какой-то штиль. Нету ощущения, что там с тебя кожа слетает, вот, нету обморожения. Хотя всего лишь на 2 градуса теплее. А так люди, я хочу сказать, развлекаются. Уже люди со сноубордами есть. Дети катаются на санях со всего, что можно. Просто кучу снега дворники навалили, и дети оттуда катаются. Лепят снеговиков, все. Кстати, сейчас лепится. Вообще лепится только при минусовой погоде. А сейчас... Ой, при плюсовой. А сейчас липкий такой снег.
Интересно посмотреть, как все это выглядит, когда нет такого тумана. Возможно, завтра нам это удастся, а возможно, нам придется сюда вернуться еще раз летом. Зимой-то нет смысла, в принципе, зиму мы уже видели. Сейчас прикольно то, что нам так свезло, что нету огромных толп людей. Людей достаточно много, но я думаю, что зимой тут еще больше, потому что это горнолыжный курорт, и сюда прям как бы едут. Вот, наверное, и цены на жилье, и на все выше зимой. А мы так по дефолту, короче, в октябре посмотрели трейлер зимы. Уютное кафе. Смотри, не ёбнись. Это с легкостью можно назвать девизом последних лет. Немного послонявшись по туманному городу, мы отправились на обед. Сейчас мы поделимся некоторыми наблюдениями про рестораны Капаоника. Во-первых, тут настолько много снега, что ни хрена непонятно, куда идти. И, например, один из них мы тщетно пытались найти, шли по каким-то ледяным сугробам, но найти его так и не удалось, хотя у него был хороший рейтинг. Там было все завалено, и ничего особо интересного мы не нашли. Затем мы прошли вот сюда, вот в это вот интересное местечко, взяли тут кофе, и пока что на текущий момент мы были в 2 ресторанах, и можем сказать, что видно, что цены тут даже не белградские, наверное, а зачастую даже выше. Поэтому чувствуется, что тут такой курорт, такие Сочи, поэтому тут ценничек немножко задирают. Причем вкусно, но не прям всегда, как будто бы на текущий момент мы какого-то ресторана, который назвали бы «О, хочется туда вернуться», не нашли. Но будем продолжать наши поиски. Может, дальше будет интереснее. Я хочу сказать, что мы так хорошо сидели в этом ресторане. Было так безлюдно, так тихо и спокойно. И мы сидели, пару человек было, они курили, это было не очень приятно, но приемлемо. Мы, попили кофе и уже думали уходить, а потом вспомнили, что до ужина-то еще там 5 часов до начала. И мы, возможно, проголодаемся, мы же только завтракали. И решили заказать еще пасту. И вот мы сидим, и тут пришло столько народу. Мне кажется, весь Капаоник, весь наш отель. Я знаю этих людей, я их уже видела. Они все пришли, сели вокруг нас, просто вокруг нас, потому что есть у них какое-то желание кучковаться. И мы немножко влажные были, потому что мы подумали, что сейчас они все закурят, и мы просто там сдохнем. Вот. И мы отстояли свои границы, мы пересели. И все равно, что они о нас подумают. Вы просто посмотрите, сколько народу пришло просто за одну, минуту. Целая посадка, в этом ресторане. Все нормально? Да, спасибо. Что по итогу могу сказать по этому рестику? Мы тут очень даже вкусно пообедали. Никите зашел цезарь с курицей, а я, изрядно проголодавшись, просто кайфанула от пасты болоньезе. Дымила она точно не хуже переполненной сербской кафаны. Сейчас уже немножко как будто бы, вечереет и чуть-чуть похолодало. Надо, кстати, посмотреть, какая погода. Но я хочу сказать, что это моя любимая зимняя погода. Тепло. Сухо, снежно, не ветрено И классно. и чуть-чуть морозно. Вот капелюшечку морозно. Такая зима из фильмов, когда ты в легком пальтишке идешь. Зимой тут, конечно, очень красиво. Летом, наверное, тоже, но зимой вот этот снег, это прям так впечатляет. Всегда хотелось в такой зиме оказаться, и, собственно, мы оказались. Хотя мы в Сербии, на дворе октябрь, и вполне вероятно, что мы вернемся в Белград, и там будет снова плюс 20, плюс 30, плюс 30 вряд ли, и мы будем там ходить в футболках или в легких куртках. Короче, вот такая вот веселушка.
Далее нам снова предстоял путь обратно до отеля. Вы уже, наверное, устали на него смотреть, а мы по нему ходить. Так что все честно. Кстати, здесь вы можете наблюдать, как мы окончательно сдались и запиваем десерты водой. Никита даже торжественно изрек: мы принципиально не будем покупать кофе в лобби-баре. А вот спустя 5 минут мы купили кофе в лобби-баре. П. Принципиальность. Когда у тебя есть верхнее слово, то нижнее слово, которое типа перевод, оно должно быть чуть-чуть поменьше. Потому что иначе они друг с другом немножко как будто конкурировать начинают. Хрен знает. То есть вы же решили? Так и закончился наш второй день. Сейчас немножко прояснилось. Весь туман. И вот такие тут красивые горы. Прямо из нашего окна немножко видны. Все уже начинает подтекать, потому что уже плюсовая температура. Вот так вот быстро заканчивается зимняя сказка, которую мы застали вообще случайно. Получается, 2 дня она была, и вот все. Вот, а так мы сегодня уже едем домой, чему мы несказанно рады, потому что 2 дня это прям вот хорошо, хочется уже домой. Мы выселились из отеля и сегодня едем домой. Почему-то это доставляет мне особые эмоции, хотя здесь было хорошо, но как-то приятно так после путешествия вернуться домой. Зимняя сказка уже постепенно разрушается, потому что сегодня уже до +8 вечером обещают, и уже все немножко подтаивает. Поэтому мы с Никитой сегодня попробуем 3-й вариант погоды. Первый вариант был hard level. Это когда дуло со всех сторон и вообще сметало тебя снегом и холодом. Вчера был такой более комфортный, но такой морозненький. А сейчас уже такая весна, оттепель. Уже тепло, прям можно вот уже без перчаток и все ходить, все тает. Но пока еще не течет. И главное, это мы сегодня увидим наконец-то, где мы же гуляли все это время, где же вообще мы ходили, потому что вчера был туман, позавчера была метель, а сегодня мы видим этот прекрасный еловый лес. И сейчас мы поднимемся повыше, ближе к городу, и там увидим, что там вообще за трассы есть для катания, что вообще вокруг происходит, а не только белая пелена через 100 метров от тебя. Так что интересно. Из минусов нашей обширной экипировки, которую мы так и не решились пока полностью скинуть, в гору идти, конечно, еще жарко. Мы с Никитой все ругали это место за то, что нету пешеходной зоны никакой вдоль дороги. И не очень приятно идти. Но по факту вот снег растаял. И достаточно широкий тротуар вырисовался. Так что, извините, не пиздели. Еще один признак цивилизации. Тут есть самый настоящий Паштанско-банк. Внутри было одно окошко, а также банкомат, который нас, собственно, и интересовал.
Уютное кафе. В этом моменте мы решили попробовать подняться по горе повыше, но для такого подвига стоило бы прихватить и сапоги повыше. Блин. По тобой лучше. Блин. Набрал? Нет, кстати, ни разу не набрал. Оно как-то проваливается, сверху не валится. Это уже был третий ресторан на Капаонике, который мы посетили, и нашей целью было легко поесть перед обратной поездкой. Омлет подошел как нельзя лучше. Отель «Путник», срочно переманивайте их шеф-повара, и у вас тоже будут нежирные омлеты. Неплохой рест, из минусов тут курят, но мы за 3 года на Балканах к этому попривыкли. Кстати, неподалеку есть еще один ресторан с интересным названием – «Ля Писта», но его постараемся посетить уже в следующий раз. Стою в том же месте, где стояла вчера, только вчера тут все было белым-бело, а сегодня уже весна. Короче, сейчас мы уже идем в отель забирать наши вещи, и нас ждет квест «Возвращение в Белград». У нас есть 2 опции. Первая пока, так сказать, на 95%, то есть я нагуглила, что есть 2 автобуса, один в 14:45 до Белграда и один в 16 до Нови-Сада. Тот, который до Белграда, идет прямо мимо нашего отеля, то есть, в принципе, мы можем его поймать там. Вот. Будет он или нет, остановится он или нет, мы не знаем, но мы попробуем. Если же мы не сможем сесть на него в 14:45, то мы поедем на 16, и нам надо немножко будет пройти минут 20 до автобусной станции, так называемой. И там точно будет автобус, потому что мы его уже видели, мы уже разговаривали с водителем, и он точно поедет. То есть в целом сегодня мы домой доберемся рано или поздно. Все повернулось самым неожиданным образом. Мы боялись, что автобус может не остановиться или вообще не поехать. Когда мы шли к отелю, мы видели, что автобус едет в эту сторону, и сделали выводы, что он точно поедет, но остановится ли он у нашего отеля, все еще было загадкой, потому что, все возможно. Мы так много раз спрашивали на ресепшене, где остановится автобус, точно ли он проедет и все такое, что, в какой-то момент Никита там договорился с чуваком, который на ресепшене, о том, что нас просто до этой автостанции они своим трансфером довезут. То есть, я так понимаю, чувак сам предложил. Скорее, не я с ним договорился, а он со мной договорился, что мы тебя отвезем. Может быть, он подумал, а вдруг что-то не остановится, а вдруг еще что-то. И я людей обманул, получается. И вот они решили нас по доброй воле довезти. Да, они проявили чудеса клиентского сервиса, какие-то невероятные в наше это проживание, потому что, прям приятно. И с чайником вопрос решили, и с тем, чтобы отвезти нас, хотя это вообще не их зона ответственности, и даже то, что они там нам советы какие-то давали, они же не говорят нам гарантии, и даже если бы не остановился автобус, пиздели бы мы не на ресепшн, а на автобус, что, не остановился. Плюс у нас были запасные варианты, но они сами предложили и как-то вот так вот нас довезли, причем ехать 2 минуты, но нам не хотелось идти на станцию, потому что мы с сумкой, и там идти в гору, 20 минут. И, честно говоря, это мало приятного. Вот. Но так как они предложили, было очень хорошо. И вот мы сидим в автобусе, пока мы тут одни. Так что мы точно скоро будем дома. Я зеваю. Мне лишь осталось сказать, что на обратном пути мы уже практически наблюдали раннюю весну. А вы помните те зимние пейзажи, по которым мы ехали сюда? Друзья, до новых путешествий! И помните, перед долгой дорогой на автобусе не пейте много воды. Надеюсь, мы не обоссымся.